Антон, привет. Спасибо, что пришел. Привет. Мы тебя знаем как эксперта в LLVM в первую очередь, но я думаю, что мы не только об этом поговорим сегодня, но еще и о биоинформатике. Это что-то такое, чего я совсем не понимаю, но очень интересно. Но сначала вопрос про LLVM. Скажи для наших слушателей, которые не в курсе, что это такое? Это на самом деле очень интересный вопрос, и а, если там когда-то, да, то есть, не знаю, лет, может быть, там, 5 или 10 назад мы посмотрели в какой-нибудь там Википедии, вот, а там, там было гордо написано, что LLVM — это Low-Level Virtual Machine и все прочее. Вот, но, как это водится, со всеми сокращениями, да, то есть оно и не Low-Level, и не Virtual Machine. То есть, да, это, возможно, было когда-то какой-то задумкой, но если говорить совсем по-простому, то это, в принципе, такой а, фреймворк, да, говоря современными словами, для построения компиляторов, для построения инструментов анализа преобразования кода. То есть за вот последние 25 лет оно достаточно сильно разрослось, ну и покрыло, в принципе, более-менее все задачи, которые у нас могут быть вокруг компиляторов, вокруг соответствующих инструментов, технологии анализа кода. То есть такой рабочий инструмент, рабочая лошадка, которую, в принципе, можно использовать, ну и который по факту пользуется очень много народу по всему миру в очень многих продуктах. Я так понимаю, что это в первую очередь промежуточный язык внутри компилятора. А, ну, это как бы это часть LLVM, да, то есть то, что называется LLVM-IR, то есть внутреннее представление LLVM, но это именно то представление кода, с которым мы работаем внутри, да. Но вот ты не можешь просто так работать с кодом как есть, да, тебе нужны для этого какие-то инструменты, тебе нужно что-то, что позволяет этот код модифицировать, тебе нужно что-то, что позволяет этот код анализировать, а, даже банально, да, то есть мы все равно не будем работать там, с кодом на каком-то естественном представлении, да, нам нужно иметь возможность иметь представление в памяти, нам нужно иметь представление там, банально в сериализованном виде, для того, чтобы его сохранить куда-нибудь файлик и прочее, прочее, прочее. Да? То есть так-то, в принципе, это часть. Да? Но, естественно, это, с одной стороны, достаточно центральная часть всего, так скажем, LLVM, да? Потому что именно она и во многом диктует те решения, которые были приняты, да, или тот дизайн, который строится вокруг этого всего. Но это как бы не единственная часть LLVM. Само внутреннее представление, оно достаточно, что можно сказать, бесполезно без инструментов, которые можно использовать для его анализа и преобразования. То есть, если я пишу компилятор для своего языка нового, то мне выгодно использовать LLVM как фреймворк, на который я опираюсь в своих методах компиляции и дальше оптимизации кода. А это один из подходов, да. То есть понятно, что серебряной пули не бывает, вот, и универсальных решений, которые там работают во всех случаях жизни, также не бывает. Вот. Плюс LLVM достаточно низкоуровневый, да, так скажем. Но если нужно достаточно быстро суметь поддержать, допустим, какое-то количество стандартных оптимизаций или получить рабочую как бы, кодогенерацию сразу для пачки платформ, то LLVM, наверное, это такой достаточно хороший вариант по умолчанию, который можно, да, просто взять, прикрутить и что-то получить. Вот. Опять-таки есть вещи, с которыми как бы, LLVM не очень хорошо справляется. Ну, это, в принципе, как всегда. М. А как ты попал в эту историю? Как тебе посчастливилось или, может быть, наоборот, это была какая-то неудача? Почему ты, да, попал в эту разработку? Это на самом деле достаточно интересная история, наверное. Да, то есть дело было, наверное, уже, так, значит, сейчас 2025 год, ну, по-моему, 20 лет назад. Вот. То есть на дворе был, по-моему, 2005 или 2006 год. Вот. И получилось так, что на тот момент вот был некоторый проект, в рамках которого надо было делать преобразование кода. И нужно было для этого, собственно, а, ну, какой-то инструмент. При этом всякие варианты а-ля там, преобразования source to source, да, то есть на уровне именно исходного кода, оно гарантированно бы не взлетело, ну, потому что исходный язык был C и C++, ну а для этого это означает, что фактически нужно поднимать полноценный компилятор C++, что, естественно,
это не то, что мы в среднем хотим для полуисследовательского проекта. Вот. И тогда я стал смотреть, какие у нас есть варианты, то есть что, где, как. Попробовали сделать эту штуку на уровне GTC, но не понравилось. Было какое-то количество академических вещей, но опять-таки с этим тоже были проблемы. И тут так я вот наврел на LLVM, посмотрели, попробовали, вроде бы даже что-то получалось, вот, но была интересная проблема. Дело в том, что необходима была поддержка Windows как целевой платформы на тот момент. В LLVM с поддержкой этого было, ну, так, средненько, мягко говоря, если не сказать никак. Вот. Ну и в первую очередь, по сути дела, вот моя работа, скажем так, вокруг LLVM, да, была в том, что я добавлял поддержку Windows как платформы, то есть, ну, то есть на самом деле поддержка Windows как хост-платформы, то есть там, где сам компилятор запускался, она относительно была. То есть, к счастью, код был написан на достаточно платформ независимом C++, то есть в этом смысле проблем не было. Проблема именно была с тем, что не было поддержки Windows как целевой платформы, да, то есть так, чтобы полученный код работал на Windows. То есть это и соглашение о вызовах функций, это всевозможные наши любимые вещи вокруг вызова или импорта функций из DLL, там, ну и т.д. и т.п. Вот. Ну, в общем, то есть с этого как бы все примерно началось. Какое-то время я даже, наверное, лет 5, даже чуть поменьше, я даже делал бинарные пакеты для Windows. Ну, а дальше понеслось. То есть там какие-то вещи вокруг Linux, MGTC, ну, то есть, в принципе, всего понемножку и повсюду. И это был в тот момент продукт в компании Apple. Нет, это еще было до Apple. То есть Криса тогда еще не было в Apple. То есть на тот момент это было чисто, ну, по сути дела, исследовательский проект вот в университете Иллинойса в Урбане-Шампейн. То есть это был малоизвестный в тот момент open source продукт. Можно, наверное, так сказать. Но ввиду того, что он был сделан достаточно хорошо, и надо отдать должное, как бы с тех пор я повидал достаточно много академических разработок. То есть по сравнению с другими академическими разработками, он был, наверное, на голову или на две лучше с точки зрения там, дизайна, удобства. Ну и все-таки, несмотря на то, что это была академическая разработка, то уже тогда над ним работала группа Вика Мадви вот, то есть Крис, да, лидировал в этой группе, но тем не менее это не был там проект одного человека или одного студента или одного аспиранта. То есть там на нем работало человек 5 или 6. Я так понимаю, что у Викова на этом был целый грант, то есть в этом смысле какие-то ресурсы были. Вот. И да. Мгм. Я так понимаю, что они конкурировать пытались в тот момент с GCC, или это не была главной задачей? Нет, как бы задачи конкуренции не было. То есть, более того, Крис в какой-то момент пришел в список рассылки GCC, сказал: ребята, давайте дружить, вот у нас тут есть вот LLVM, давайте попробуем его в качестве представления. Вот. Ну, его, скажем так, встретили достаточно прохладно, частично по лицензионным соглашениям, соображениям, вот, потому что на тот момент комьюнити GCC все-таки не очень хорошо относилась практически к любому коду, который не под GPL-лицензией был в принципе. Вот. Ну и плюс да, сама как бы архитектура GCC не сильно предполагала на тот момент вот какое-то как бы встраивание. Вот. С другой стороны, ну, невозможно построить фреймворк для преобразования, анализа, оптимизации программного кода и кодогенерации, ну, без того, чтобы не получить фронтенд. Да? То есть нам этот фреймворк как абсолютно бесполезен, если мы не можем при помощи него там компилировать какие-нибудь мейнстрим языки. Да? То есть, да, там делать фронтенды для каких-нибудь наконечных поделок это прекрасно, вот, но все равно для того, чтобы выйти дальше и прыгнуть на следующий уровень, нам все равно нужен фронтенд с какого-нибудь широко известного промышленного языка. Вот. И совершенно понятно, что разрабатывать фронтенд даже для C, вот, это все-таки достаточно нетривиальная задача ввиду особенностей языка и всех тех миллиона мелочей, которые надо учесть, вот, и которые как бы аккуратно прописаны, не прописаны в стандарте. Плюс понятно, что вокруг этого еще у нас достаточно толстым слоем размазано большое количество всего языковых расширений, да, которые есть в разных компиляторах и прочее, прочее, прочее.
Вот. И поэтому естественным шагом является не то, что вот мы пытаемся делать все с нуля, да, такой вот изобретать свои собственные пятиколесные велосипеды с квадратными колесами, а все-таки пытаться что-то переиспользовать. И так появился то, что тогда называлось LLM-GCC, да, то есть когда мы берем фронтенд от GCC и пытаемся, да, вот к нему прикрутить LLM в качестве мидленда и бэкенда. Вот. И ну, в некотором смысле получился такой синергетический эффект, потому что, с одной стороны, LLM как проект получил полноценный фронтенд с полноценными языками. Вот. Достаточно быстро появились энтузиасты, которым потребовалось, например, ADA в качестве фронтенда. Вот. И вроде как, по слухам, это даже как бы вполне себе работало. Вот. Кому-то потребовался Fortran, и, в принципе, GIF Fortran как-то тоже работал. Вот. Я там даже какие-то штуки исправлял вокруг этого. Вот, ну, да. Вот. А дальше, да, получилось так, что ну, раз как бы Prodigy C уже был, вот, то в том числе позволил, с одной стороны, для LLM комьюнити, да, получить что-то готовое, на чем можно было пытаться там, собирать уже готовые приложения. Вот. А с другой стороны, да, то есть GC комьюнити получила некого такого очевидного конкурента, который так или иначе тоже достигнул развития. И он в итоге победил, как я понимаю. Сложно сказать по поводу победил, да, то есть я бы, это примерно как сравнивать теплое с мягким. То есть если мы говорим про всевозможные проприетарные вещи, то да, то есть я бы, наверное, сказал, что LLM используют чаще, но в первую очередь причина это именно лицензия. С другой стороны, GC поддерживает гораздо большее количество платформ, вот, в том числе достаточно экзотических. И но они там есть, да. То есть очень многие вещи в GC достаточно так, хорошо законсервированы и достаточно редко меняются. Вот. Поэтому, да, то есть можно сделать там бэкэнд для какой-нибудь там, редкой платформы, и оно практически без изменений будет жить там 5 лет, 10 лет там внутри кодовой базы. Вот. Ну, плюс, опять-таки, исторически в GC были фронтенды к Fortran, фронтенды к ADE, там, еще к чему-то. Вот. То есть, когда которых, в принципе, не было у LLVM, но и цель не стояла. Да? То есть, фронтенд для Fortran вот только сейчас, по-моему, с третьего или четвертого как бы, подхода к снаряду вот, пытаются сделать. Так что я бы, наверное, сказал, что это не соревнование, да, или то, что только вот видит, а скорее такое сосуществование. Плюс, опять-таки, многие известные open source проекты очень активно использовали, это, наверное, скажу, не расширение GCC, а именно специфику работы, да, GCC. Вот, то есть начиная от ядра Linux и заканчивая даже там стандартной библиотекой glibc. Мгм. А в чем был твой основной вклад после того, как ты помог с Windows? М, Я достаточно, ну, то есть, наверное, исторически после этого я достаточно много занимался именно поддержкой Elf-платформ. То есть, там куча, то есть, с одной стороны, казалось бы, мелочей, но с другой стороны, без этого оно никак не могло быть. То есть всевозможные... А, что у нас там было тогда? Давно было. То есть всевозможные штуки, которые у нас есть в Elf, типа visibility, всевозможные там слабые символы, все эти детали связывания. В какой-то момент я чего-то делал вокруг поддержки дворфа, это именно как значит, формата как для debug инфо, ну и плюс для платформ у нас дворф используется и то есть для поддержки исключений. Вот, то есть тоже там нужна была поддержка и со стороны кодогенерации, и со стороны рантайма и прочих дел. Ну вот, наверное, следующая штука была вот эта. Ну, по дороге было еще куча самых разных мелочей. Вот. В какой-то момент я в качестве, как бы, ну, чтобы забавы, вот, но в качестве, можно сказать, такой, ну, что небольшой документации. То есть, как всегда, когда у нас проблема большого open source проекта, который при этом активно развивается, активно движется, да, что у нас, естественно, есть дырки со стороны документации. И если, например, на AR мы да, должны написать
документации, потому что фактически это спека, и без этого никак. Ну, плюс AR как таковая меняется достаточно много. Вот. То на движущей части типа бэкэнда иметь документацию, которая актуальна, вот, достаточно как бы больно и дорого, да, если нет отдельного там, не знаю, технического писателя, который постоянно это отслеживает, как бы обновляет, пишет и прочее, прочее, прочее. И так сложилось, что документации касательно бэкэнда его не было практически никакого, ну или она напоминала как-то вот известный мем про рисование совы. Да, вот как бы вот мы начинаем рисовать сову, как бы это было, как бы, а дальше, типа, вот, ребята, смотрите, у вас тут, там, я не знаю, 250 тысяч строчек кода, это x86 бэкэнд. Вот, а по синке ничего не было. И я то есть тогда у меня было даже пару докладов вот из серии «Как сделать бэкэнд за 24 часа». Вот. И в качестве примера я сделал бэкэнд для MSP430, такой 16-битный микроконтроллер, который до сих пор живее всех живых, потому что ну, он стоит там какие-то копейки, центы и все прочее. То есть поэтому его все еще там производят, продают, что называется, на вес. Вот. Ну, плюс само по себе там совершенно такая регулярная архитектура, 20 с чем-то инструкций, то есть вообще ни о чем. Вот. Но при этом как бы все есть. То есть есть память, есть арифметика, то есть есть еще чего-то. Вот. То есть, ну и вот да, то есть там я посидел, наверное, несколько вечеров. Вот. И 24 часа, конечно, это было для красного словца, но, в принципе, за неделю вечерами вполне себе бэкэнд получился, но и внезапно он до сих пор живее всех живых, то есть я до сих пор считаю себя мейнтейнером, время от времени что-то там поддерживаю, допиливаю, отсматриваю pull-реквесты, но и, насколько я знаю, народ им достаточно все еще пользуется, особенно то же самое Rust Community. Как ты оцениваешь сложность этого проекта внутри LLVM? Сложность на текущий момент, она достаточно на самом деле большая. То есть я сильно сомневаюсь, что есть кто-то, кто понимает все. Да? С другой стороны, надо понять, что LVM за вот эти там 25 лет развился именно в инфраструктуру. Да? Ну или как сейчас там модно говорить, в экосистему. Когда на самом деле у нас есть совершенно разные компоненты, каждый из которых делает разные вещи. Да? Потому что на самом деле тот же самый Clang — это часть LVM. MLIR — это часть LVM. Фланг — часть LVM. Дебаггер, LDB — часть LVM. LD — часть LVM. Да? То есть как бы все компоненты, которые, да, естественно, являются неотъемлемой частью, если мы говорим о том, что мы хотим построить полноценный toolchain, да, для того или иного. Но так, чтобы кто-то как-то понимал все детали, все особенности, нет. С другой стороны, на мой взгляд, это достаточно важно. К счастью, проекту удалось сохранить некоторую, что ли, прозрачность кодовой базы. То есть можно сесть и достаточно быстро разобраться, что происходит, ну, о каком-то, в принципе, уровне. То есть главное не бояться копать в ширину, а не в глубину, наверное, так. Вот, а так по себе проект достаточно большой, плюс, понятно, там, какое-то время назад пошла разработка и библиотек, то есть, если мы начинали там без чего невозможно там, представить любой там, C++ компилятор, это стандартные библиотеки для C++, но сейчас еще, кроме того, вот идет некоторая разработка и стандартные библиотеки для C, это, естественно, добавляет кода, если мы считаем в строчках, но, с другой стороны, важно это именно то, что это отдельные компоненты, а не просто какая-то перемешанная каша из спагетти. А тебе не кажется, что за 25 лет любой программный продукт устаревает морально и приходит время для возможности переписать все с нуля? Нет такого у вас? Это правда. Вот, то есть я даже с этим абсолютно не буду спорить, но и в некотором смысле MLIR, то есть то, что мы наблюдаем, это такой, так сказать, инкрементальный подход, все взорвать, написать с нуля. Да. То есть, да, с одной стороны, можно сказать, что в LLVM, ну, я даже могу как бы по этому поводу достаточно много говорить, есть некоторые неудачные дизайн-решения, то есть которые так иначе касались хорошими в свое время, но которые оказались достаточно неприятными потом. Ну, а дальше, естественно, так как это, то есть, как всегда, да, когда у нас есть что-то неоптимальное именно в основании,
то дальше как бы с этим наследием мы будем жить, потому что поменять это просто бесконечно долго, больно, как бы, и не очень понятно, собственно, ради чего, да? 20 лет прожили, терпели, ну, наверное, еще потерпим. Вот. С другой стороны, как бы MLIR вот попытался решить часть проблем именно с дизайном, который у нас есть в LLVM, то есть части и гибкости, расширяемости, в части некоторых вещей, именно связанных с внутренним представлением. То есть, ну, плюс, опять-таки, надо понимать, что LLVM, как внутреннее представление, оно не универсальное. LLVM достаточно низкого уровня. И как следствие этого, для того, чтобы нам на LLVM отражать всевозможные высокоуровневые вещи, которые специфичны, допустим, для какого-то конкретного языка, ну, это больно, неудобно, и ну, это просто не тот уровень. Да? То есть мы все-таки уже привыкли там чего-нибудь делать и разрабатывать на компьютерах, да, то есть, ну, вот, и если нам сейчас выдать арифмометр, наверное, нам тоже будет больно и дорого что-нибудь обсчитывать, да, то есть, с другой стороны, понятно, что это можно делать, да, и история показывает, что этим всем занимались, да, вопрос именно соотношения усилий и выхлопа. Вот. Поэтому MLF как подход, да, частично это именно способ решить те проблемы, которые накопились, но что важно, это не попытка вот такого, давайте все выкинем и напишем совсем-совсем все с нуля. Да? То есть мы видим, что есть проблемы, которые у нас есть с дизайном, которые не позволяют что-то делать, да, давайте мы учтем. Вот, разработаем что-то, что берет в себя хорошие аспекты, которые у нас есть. Ну, классика жанра это то, что, например, есть достаточно много всевозможных разработанных внутренних представлений для компиляторов, и как-то в куче вещей, в куче случаев оказывается так, что, допустим, это внутреннее представление, оно не сериализуется. Да? То есть нельзя так просто взять там и внутреннее представление выгрузить в какой-нибудь там файлик для того, чтобы прочитать дело руками, а потом загрузить обратно. Да? То есть, вот. То есть, на мой взгляд, это один из таких как главных краеугольных камней, чтобы внутреннее состояние компилятора, оно было вот, э, одинаково существовало как бы в трех ипостасях, да, то есть в каком-то там, не знаю, сериализуемом бинарном виде в виде файлика, текстовом представлении, что так, чтобы там кто-нибудь смертный смог сделать, прочитать и разобраться за разумное время без тяжелых психоактивных вещей, ну и так, естественно, плюс представление в памяти, да, которое позволяет именно программным образом что-то менять. Вот. И внезапно оказывается, что вот, казалось бы, такая достаточно простая вещь, это что-то, что является даже во многих случаях для многих вот представлений это такой инновацией, что ли. То есть, да, есть отладочный дамп. Вот. Нет, мы как бы дамп обратно прочитать не можем, как бы, вот потому что не можем. Так устроено. Вот. Хм. Так что в некотором смысле, как я уже сказал, Малаяр был таким подходом, вот, и он продолжает развиваться как проект, как часть LLVM, как зонтика, да, который у нас есть. Ну, с другой стороны, как всегда, когда мы решаем одни проблемы, у нас появляются другие. Это закон сохранения энергии, казалось бы, никто не отменял. Я знаю, что большие крупные компании зачастую делают свои версии того же Кланга или LLVM IR в том числе, и ответвляются в сторону и не возвращаются в основную ветку. Так часто бывает, я слышу эти истории. Наверняка ты сталкивался с такой кастомизацией. Ты, наверное, может быть, и участвовал даже в таких проектах. Скажи, как думаешь, что думаешь на этот счет, и хорошо ли это, и к чему это ведет в итоге? Ну, участвовал или нет, я как бы, наверное, сказать не смогу в любом случае. Вот. Но да, то есть такой опыт есть. И здесь всегда, да, то есть раз мы говорим о каких-то индустриальных решениях, то, как всегда, в индустрии важно, собственно, иметь правильный баланс стоимости собственно, того, чем мы за это получаем, да, то есть то, что, как говорится, cost-benefit. Вот. Надо понимать, что любые такие форки, да, любой код downstream, который у нас есть, это постоянные затраты на поддержку. Вот. И дальше весь вопрос в том, как бы готовы ли мы, ну, не мы, а вот компания, которая это сделала, готова ли эту поддержку, собственно, осуществлять. Да? Вот, потому что есть как бы совершенно разные.
да, взять один раз чего-то и дальше как бы с этим жить там, следующие 5, 10, 20 лет, потом цикл повторить. Вот. А для чего-то, возможно, это вполне себе и рабочий вариант. Да? Если мы говорим про какой-нибудь там цель, которая движется, например, тот же самый компилятор для C++, да, пусть как бы для вот такого, что ли, а, какого-нибудь экзотической платформы, вот, то рано или поздно пользователь начинает спрашивать, а где у нас там фичи из там C++ 38 или там C++ 42, вот, ну и, вот, да, естественно, это требует так или иначе синхронизации обратно с мейнлайна, то есть хотя бы в одну сторону. Да, то есть а, какие-то компании вполне себе это поняли и научились даже с этим, ну, что ли, жить и работать. Да? То есть идея в том, что как только ты отдаешь код обратно в mainline, ты перестаешь его поддерживать. Да? За тебя его начинает поддерживать кто-то другой. Вот. То есть поэтому если вот так можно сделать, да, то компания так делает. Да, есть прецеденты, когда компании пытались поверх LLVM AIR сделать как бы свой собственный AIR для чего-то. Да? То есть примеров на самом деле несколько. Там есть, например, ну, пока на самом деле все примеры, которые я знаю, так или иначе касаются компиляторов в том или ином виде для графических сопроцессоров. Вот, потому что обычно, когда наша целевая платформа это какой-нибудь GPU, то мы не генерируем код именно для конкретной железки. Да? Вместо этого, на самом деле, наш выступ — это еще одно внутреннее представление, возможно, еще более низкого уровня, которое уже дальше компилируется именно конкретным видеодрайвером. Да, именно в зависимости от того, какая именно конкретная видеокарточка стоит у человека. Вот, то есть, да, какой-то как бы там слой абстракции от платформы мы уже навели, ну а дальше детали это уже дело дорогое. Вот. То есть, да, то есть есть прецеденты, когда кто-то до сих пор живет с представлением поверх LLVM 3.7. Вот. Есть кто-то, кто живет с представлением поверх LLVM 7, из того, что мне известно, но они выбрали этот путь, собственно, это было их решение, а дальше, по сути дела, как только они это сделали, ну, это open source, да, то есть они взяли код, и дальше, собственно, их, то есть дело такой компании, его развивать, поддерживать, что с ним делать, почему бы нет. То есть лицензия позволяет, но и это, более того, это прямо-таки в духе как бы открытого кода. А зачем они это делают? Зачем они берут Clang, например, и пытаются в него вставить какие-то дополнительные фичи? Что им не хватает в стандартном Clang? И какой в этом бизнес-эффект получается в расширении или улучшении компилятора? Что может быть не так в компиляторе? Ну, часть вещей может быть связана банально с обратной совместимостью. Да? Представим себе, что там, у компании до этого уже там, 30 лет были как бы, компиляторы, да? Вот. Которые не были основаны на Clang, не на GCC, а вот было свое собственное там, родное самописное, да? В котором были какие-то там, свои собственные прекрасные расширения, допустим, там, C или C++. Да? А дальше нам нужно, ну, и, естественно, как бы у такой компании есть своя собственная кодовая база, есть кодовая база у пользователей, которая по-прежнему должна собираться вот с использованием этих расширений. Вот. Ну и дальше, собственно, возникает у нас абсолютно стандартная вещь, да, либо мы говорим пользователю: нет, ребята, извините, но вот начиная с версии там N+1 ваш код собираться не будет, поэтому вы должны будете его переписать. Вот. А там, последний раз этот код трогали 10 лет назад, и поэтому последний человек, который знает, как, бы, как он работает, да, уже давно-давно ушел на пенсию. Вот. Ну, либо добавлять поддержку от расширения в компиляторе. Это такой совсем классический пример. Да? То есть обратная совместимость. Где-то нужны расширения под соответствующую там, целевую платформу. Да? Там, мы делаем очередной, не знаю, акселератор для чего-нибудь, там, для AI, для какого-нибудь там, не знаю, обработки там, сетевого трафика, там еще чего-нибудь. Да, как бы наша цель не полноценный C. Например, наша цель какое-нибудь подмножество C. Ну, значит, нам нужно аккуратненько как бы отгрызть то, чего мы не поддерживаем. Вот. Ну, дополнительно сдобрив это все тем, что нам нужно дополнительно для того, чтобы протащить особенности нашей платформы вот,
соответствующий язык. Да? То есть, опять-таки, получаем такие расширения языка, которые специфичны для конкретной платформы, для конкретного вендора, для еще чего-то. Как-то так. Ну, плюс есть просто банально, когда у нас есть, казалось бы, достаточно стандартная платформа, но она закрыта, да, то есть нельзя так просто взять и пойти писать под него код. И не нужно думать, что это что-нибудь экзотическое, там, все те же самые игровые приставки, которые есть, 3,5 штуки, да, на рынке, они так иначе представляют вот такую вот закрытую платформу. Да? Вот. Ну и нам нужно, естественно, иметь допустим, там набор, ну, банально, да, то есть там поддержку этой платформы, поддержку каких-нибудь там встроенных, не знаю, макросов, дополнительных типов данных, описание платформы, то есть, ну и компании по тем или иным причинам считают, что это их проприетарная вещь, что они не готовы это дело отдавать в LLM mainline, поэтому они должны это поддерживать downstream. Наверное, все те, кто пишет LLVM в open source формате, очень востребованы на рынке таких компаний, которым нужна помощь в кастомизации этих решений. Ну и да, и нет. То есть на самом деле можно так сказать, что в принципе рынок вакансий вокруг компиляторов, он достаточно, ну, то есть он в последнее время достаточно горячий. Вот, то есть частично, конечно, это связано именно со взлетом AI-ML компиляторов, да, то есть для вот вещей вокруг искусственного интеллекта, да, потому что ну, в какой-то прекрасный момент пришло осознание, что на самом деле то, что раньше назывался там, фреймворк для машинного обучения, ну, на самом деле 80% этого это так или иначе ну, такой вот компилятор, да, в том или ином виде, да, то есть и там, то есть да, со своей как бы спецификой, вот, потому что в случае AI-ML загрузок мы обычно имеем дело с data flow, а не control flow, как вот в обычных языках как таковой, но тем не менее это компилятор, да, то есть, ну, а тем самым, как только, да, произошел этот взрывной рост, все стали AI-ML-инженерами, ну и, естественно, появился очень большой спрос на людей, которые хоть примерно понимают, что такое компиляторы, что с этим происходит, да, естественно, появился определенный кадровый голод на рынке. Я хочу перейти к теме биоинформатики в этот момент. Что это такое в двух словах? Мне очень интересно, но я не понимаю. Наверное, стоит сначала, собственно, пояснить слушателям, а почему мы к этой теме перешли. Да, давай, наверное, так сделаем, потому что не получилось так, что мы сейчас начнем как бы обсуждать, не знаю, там, балет там или современное джазовое искусство. Мне тоже кажется это удивительным, что ты специалист с одной стороны в компиляторах и с другой стороны биоинформатика. Я эти две темы не могу состыковать. На самом деле ситуация очень простая. С одной стороны, наверное, стоит начать с того, что в отличие от многих людей, которые вот нет, которые, собственно, есть в этой области, у меня нет профильного образования именно в компьютер-сайенс. Вот, то есть, у меня образование, по сути дела, в прикладной математике, и в университете я занимался, по сути дела, вычислительной статистикой. Вот. С другой стороны, то есть на самом деле LLVM как таковой, там, 25 лет назад это было некое такое, там, хобби, да, или там способ переключиться, поделать что-то другое. Ну, с другой стороны, на самом деле, я так или иначе всегда где-то был на таком достаточно низком уровне с точки зрения программирования. То есть это не то, что вот там, что-то было вот там первично там, или вторично, нет, оно шло примерно параллельно. Вот. И на самом деле представление того, как устроен компилятор, как устроены всевозможные там, не знаю, структуры данных, как можно аккуратно, правильно, быстро что-то считать, она очень сильно помогает, да, потому что когда нам нужно разрабатывать какие-нибудь там вычислительные методы математические, то априори ты начинаешь понимать, как оно должно быть устроено под капотом, как сделать так, чтобы это работало быстро, хорошо, точно и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, и в принципе, я до сих пор сижу вот на этом втором стуле с точки зрения именно вот той же самой статистики, да, преподавания и тому подобное. И там, даже самая кандидатская у меня была именно по вычислительной статистике. А потом в какой-то прекрасный момент, это было чуть больше 10 лет назад, там 2012-2013 год, вот. Я встречаю моего как бы бывшего
одногруппника, вот, который говорит примерно такую вещь, что вот мы тут открываем в Питере лабораторию биоинформатики, и не хочешь ли к нам присоединиться? Да, то есть этим одногруппником тогда мы с ним учились вместе на первом курсе, был Коля Вехи, то есть он сейчас, в принципе, занимается по большей части околообразовательными проектами, да, то есть то, что называется едотех. Вот. Но если, допустим, считать, кто-то слышал, то Розалинд, Степик — это все его детище. Но особенность образовающей лаборатории была то, что, несмотря на то, что она как бы предполагала, что она будет заниматься именно задачами биоинформатики, вот, но она была построена по немножко нестандартному пути. Да? То есть биоинформатика, в принципе, что-то находится на стыке компьютер-сайенс и биологии. Вот. И есть примерно два подхода, как можно как бы строить здесь что-то. Да? Можно взять условно биологов и научить их программированию, либо можно взять информатиков, да, как мы можем там сказать, да, или людей, которые имеют, собственно, вот, образование в области компьютер-сайенс, и научить как бы нужным вещам вокруг биологии. Вот. Как можно догадаться, результат получается совершенно разный. Да, потому что в одном случае первично именно какая-то вот, то есть когда мы учим именно биологов, да, то есть первично именно какой-то анализ данных, какой-то вот там глубокая, как бы глубокая вещь, вот такая. А в случае, когда мы учим информатику, то получается наоборот скорее, ну, наверное, будет понятно для слушателей какая-то разработка инструментов. Да? То есть когда мы берем и пишем чего-то, разрабатываем какие-то методы, какие-то программы для вот этого всего. Вот. На тот момент я не то, что было много времени, но там какие-то вещи я увидел, какие-то задачи в биоинформатике, которые мне показались интересными, плюс они так иначе касались и, скажем так, статистических аспектов. Вот, поэтому как-то вроде как все срослось, ну и я немножечко как бы одной ногой туда залез. Вот. Дальше, как всегда, вот началось. Вот, то есть я увидел, что есть какие-то области, в которых я могу принести пользу, вот, как сказать, как оно должно быть устроено для того, чтобы оно там работало хорошо, быстро. Ну, чтобы слушатели понимали, основным продуктом программным лаборатории был такой вот сборщик геномов под названием SPACE, Saint Petersburg Assembly. Если мы пытаемся на пальцах рассказать, что такое сборка геномов, то, наверное, можно привести такую стандартную метафору. Представим себе, что вот мы пошли на, скажем так, типографию, где печатают, скажем, все еще печатают бумажные газеты, и взяли палету с газетами, которые вот только-только вышли, да, завтрашний выпуск. После этого мы аккуратненько под эту палету с газетами поставили там парочку петард, так, чтобы все это дело порвалось на мелкие-мелкие-мелкие как бы клочки. Вот. А дальше, имея вот набор этих клочков, нам нужно попытаться восстановить исходный номер газеты. Да, понимая, что, во-первых, да, у нас могут быть только какие-то там кусочки фраз, понимая, что эти клочки могут быть там с дырками, с там, немножечко подпаленными краями и все прочее, но тем не менее мы понимаем, что у нас есть некоторая избыточность. Да? То есть мы не одну газету таким образом порвали, как бы на кусочки, вот, а сразу вот целый как бы дневной выпуск. Тем самым, то есть, с одной стороны, эта избыточность нам помогает, потому что мы можем надеяться на то, что там, единичная ошибка где-то нам ничего не испортит. С другой стороны, естественно, эта избыточность нам мешает, потому что у нас нет какой-то однозначности. Да? То есть мы собираем не один пазл, да, а мы собираем мешок, в котором перемешано 50 пазлов или 100 пазлов, да, а пытаемся собрать один. Вот. При этом, в принципе, да, то есть пазлы все разные, но картинка на них одна и та же. Ну и особенность как бы этого в том, что да, то есть входные данные по размерам измеряются там, гигабайтами и терабайтами, и нужно, по сути дела, вот из них извлечь как бы что-то, что дальше будет корректное, точное. То есть, да, плюс мы не знаем правильного ответа. Это еще один как бы, аспект более-менее как бы, стандартный для анализа любых данных. Вот. Ну и так получилось, что Spades как вот инструмент стал одним из таких стандартных инструментов для сборки геномов во всем мире в силу как бы, своей универсальности и в силу своей как бы, такой
качество результатов, которые получаются. И я там какое-то время фактически был, наверное, переводя как бы на привычный слушателям программистский язык, я был техлидом, собственно, вот в команде, которая занималась разработкой сборщика. Вот. А что он в итоге собирает-то? Я понял про газету метафору, да. Геномы. Да, то есть у нас есть штука, которая называется геном. Да? То есть если мы вспомним, чему кому-то учили в школе, да, помним, там ДНК, спиралька там, и так далее. Да? То есть, но если абстрагироваться, на первый момент, если абстрагироваться от там, каких-то биологических аспектов, да, то фактически, и переводя на вот именно язык компьютер сайенс, мы имеем дело с длинными строками. Вот. То есть у нас есть строка в алфавите из 4 буквок, вот, и, собственно, интересные нам строки очень длинные. То есть, там, бактериальные геномы имеют длину несколько миллионов нуклеотидов, да, то есть несколько миллионов буквок. Человеческий геном — это миллиарды буквок. Ну и вот нам нужно практически по отдельным ошметкам, по отдельным кусочкам восстановить полную последовательность. Ну и чтобы было понятно, наши кусочки имеют длину, скажем, там 100, 200, 300 буквок, а из них нам нужно восстановить строчку длиной в миллионы и миллиарды буквок. А как это, какая практическая, как практическая задача выглядит? Откуда берутся эти фрагменты геномов и что на выходе получается и как потом используется? Практически, на самом деле, это тоже совершенно отдельная история. То есть практика начинается совершенно то, что называется мокрой биологией, вот, когда берется, например, если говорим мы про какие-нибудь там бактериальные или просто, да, то есть там берется конечная культура. Вот. После этого из нее выделяется ДНК в больших количествах. В принципе, ДНК можно выделить даже в домашних условиях, то есть там на видеоплатформах, то есть на Ютубе точно было, вот, на других не знаю. То есть было куча видео, как можно там в домашних условиях выделить ДНК. Ну, обычно это делают из каких-нибудь там полиплоидных ягодок, типа клубники. Вот, в принципе, это можно выделить в домашних условиях, ну, вот при помощи фейри и там средств для мытья посуды и чего-нибудь, что позволяет сделать лизис клеточной стенки. Ну, то есть фактически это маринад, да, то есть который вот позволяет нам размельчить какое-нибудь там мясо. Вот. Приходит именно выделение. Да? После этого берутся большие сложные ящики под названием секвенаторы, вот, куда это все, собственно, загружается, и которые, да, пытаются, ну, они построены так иначе на разных технологиях, то есть есть примерно 3,5 технологии, которые позволяют прочитать последовательность этих буквок. Вот. Но смысл, да, примерно в том, что секвенатор как раз вот из вот этих длинных цепочек позволяет примерно получить вот более короткие последовательности. Не всегда точно, не всегда правильно, но тем не менее как бы это вот выхлоп этого дела. Знание последовательности позволяет делать очень много вещей. То есть если мы, то есть это начиная с, то есть очень много вещей, да, они обусловлены так или иначе всевозможными генетическими особенностями. Да, то есть, в принципе, на текущий момент это уже, то есть анализы вокруг там, анализа генома в том или ином виде, это стало таким достаточно рутинной вещью, да. Там. Можем проанализировать, является ли там, штамм данной бактерии какой-нибудь там болезнетворной, да, то есть присутствует ли у него там, у этой бактерии вот какой-нибудь там плазмидка или еще чего-нибудь, какой-нибудь там отдельный элемент генома, который вот обуславливает там, повышенную антибиотикорезистентность. Мы можем говорить о там, скрининге на всевозможные врожденные именно генетически обусловленные заболевания. У нас с тобой и как бы, у всех слушателей, к счастью, вот как бы две копии генома, один от папы, второй от мамы. Это, с одной стороны, как бы эта избыточность, она позволяет быть более-менее толерантными ко многим поломкам. Все-таки процесс деления клетки, он все еще не там, идеально точный. Вот. Но, в принципе, это вот то самое тяжелое наследие в некоторых случаях, да, когда вот, да, звезды могли сложиться на небе таким образом, да, что какие-нибудь там генетические аномалии вот, или поломки генома, они вот, да, то есть, там, у мамы нет, потому что у нее она присутствует в одной копии, у папы нет, потому что тоже присутствует в одной копии, ну, к сожалению, у ребенка так совпало, да, что вот оно как бы
плохие как бы вещи пришли как бы сразу с двух сторон, ну и все, у нас избыточно нету, и чего-нибудь не работает. Вот. В этом смысле часто да, то есть, да, для подтверждения, например, делают так называемый анализ трио, когда читают и секвенируют геномы родителей и ребенка для того, чтобы понять, собственно, то, что произошло, это действительно что-то новое, да, то, что называется de novo, или же, да, это вот рекомбинация от родителей. Так что, в принципе, это более-менее такой мейнстрим на текущий момент. И как бы в тех или иных как бы, аспектах это уже рутина анализа и в медицине, и в биологических исследованиях, то есть куча областей. Да, то есть не нужно что-то касается исключительно там, заболеваний, то есть нет. Народ, который занимается в том или ином виде сельским хозяйством, да, также заинтересован в том, чтобы, скажем, изучать устойчивость к тем же самым вредителям сельскохозяйственных культур. Да. Например, все там, все бананы, которые есть в мире, на самом деле это клоны. Это один сорт. Да. То есть в случае бананов нет видового разнообразия. Именно вот те самые промышленные, которые можем пойти и купить, собственно, в магазине. Поэтому как только, то есть если появится какой-нибудь прекрасный вредитель, которому как бы данные, которым бананы перестанут быть резистентными, то да, мы рискуем получить ситуацию, когда бананы в мире просто не станет. Да. Вот. И поэтому это одна из интересных областей, да, когда действительно пытаются вывести существенно как бы новые сорта, но, естественно, без потери э, свойств, к которым мы привыкли. Да? Никто не хочет есть там невкусные бананы. И на самом деле это уже происходит не первый раз касательно там, тех же самых бананов, потому что как раз эпидемия, которая погубила предыдущий сорт, она была, я могу сейчас ошибаться, но что-то типа 30-х годах вот 20 века. Вот. Или, скажем, например, очень интересная задача – это попытка анализа всевозможных, ну, то, что называется микробиом, когда именно анализируются вещи в совокупности. То есть часто на самом деле в природе все очень взаимосвязано, и на самом деле мы тут уже упоминали, да, что как бы есть вещи, когда у нас есть дублирование. Вот. А в природе часто, наоборот, дублирование отсутствует. Да? То есть есть, наоборот, там, ситуация симбиоза, когда какие-то живые организмы, они там, теряют какую-то функцию конкретную, просто потому что у них есть симбионты, которые вот за них так все делают. Вот. Вот, да, то есть это означает, что если мы смотрим на вот всех этих ребят по отдельности, то они там не жизнеспособны. Да? Мы не можем их там, не знаю, вырастить в пробирке или на чашке Петри по отдельно. Да, это должна быть обязательно там, симбиоз, колония, то есть так, чтобы они именно поддерживали друг друга. Вот. Ну или, например, очень хороший пример, когда, скажем, в России есть участки тайги, которые называются Черневая тайга, которая очень интересна тем, что там ну, наблюдается такой вот, то, что называется гигантизм растений. То есть в реальности там, например, просто вот растет трава высотой выше человеческого роста. Да. Вот, без каких-либо там дополнительных вещей. Да. Вот. Естественно, возникает интересный вопрос, собственно, чем это обусловлено. Да, потому что это не какие-то там отдельные сорта, да, то есть это просто самая обыкновенная трава, которая растет на лугах и полях как бы, по всей стране. Ну вот в данном конкретном месте она почему-то, и это именно участки тайги, она вырастает выше человеческого роста. Да. То есть, в чем причина? Да, то есть если мы это поймем, то можно сразу догадаться, что это дает нам очень большие, что называется, интересные приложения вот для там, выращивания новых там, сельскохозяйственных культур, для повышения урожаев там, и тому подобное. Да? То есть пока известно, что причина в почве. Вот. Но в чем причина непонятно. Да? То есть, да, если оттуда действительно взять мешок почвы как бы, и в него что-то высадить, то, да, получается, банальная редиска вырастает размеров в 2-3 раза там, больше. Да? В чем причина неизвестно. Вот, да? То есть есть гипотеза о том, что, да, это вот такой вот уникальный почвенный, скажем, микробиом, да, то есть там присутствует именно такое вот семейство почечных бактерий, ну, которые делают какую-то магию, которая вырабатывает какие-то определенные биоактивные вещества, ну, вот, да, то есть, которые стимулируют этот рост.
Вот. Хм. Ну, в общем, приложений много, вот, то есть о них можно говорить, собственно, там часами, вот, то есть, но так или иначе все это невозможно без, ну, то есть возвращаясь на самом деле обратно и к биоинформатике, и к LLM, это невозможно без инструментов. Да? То есть, если у нас нет молотка, мы гвоздь не забьем. Вот. Руками забивать гвозди или тем более головой не очень приятно. Да? То есть это инструменты. Вот. То есть в мире компиляторов у нас есть условный LLVM. Вот. Ну, вот один из инструментов, который мы в свое время делали, вот он был такой вот сборщик геномов. Это рутинный инструмент, которым пользовались и пользуются исследователи, в принципе, по всему миру. Вот. Ну и, наверное, без ложной скромности можно сказать, что это такой вот некий российский бренд в биоинформатике. Потому что статья, в которой именно была именно публикация касательно этого геномного сборщика, она процитирована больше 15 тысяч раз. Вот, то есть, и эта статья, она входит в топ-50 статей, ну, то есть по цитированию по всему миру. Ну, то есть это именно вот такая вот, что называется, ну, Фундаментальная. ну, можно сказать так, да. То есть вещь, которая широко известна, но в узких кругах, наверное, так это нормально. Хм. Это здорово. А хотелось бы получить от тебя совет для молодежи. Чем сейчас имеет смысл заняться в области компиляторов и в области биоинформатики, чтобы достичь таких успехов через 10-20 лет? Как ты думаешь, что не освоено, что сейчас требует вложений? А ты знаешь, я думаю, это немножко неправильный подход. Да? А, то есть там, конкретно, да, там, не знаю, список там, там, из 10 пунктов, да, то есть мы это видели там какое-то время назад, да, что нужно делать, чтобы там войти, Да-да. да, вот. Это неправильный подход, да, то есть, ну, то есть, да, можно там почитать кучу книжек, примерно там 10 вещей, которые нужно сделать, чтобы быть там богатым, счастливым, там умным, добрым, красивым, подставить дальше по тексту. Вот. На мой взгляд, это подход неправильный. Да? То есть правильный подход в том, что нужно иметь желание, возможность и то есть, надо, наверное, в первую очередь научиться учиться, как-то не банально звучит. Да? Все меняется. То есть то, чем мы занимались там 10 лет назад, 15 лет назад, 20 лет назад, оно, конечно, иногда актуально, но часто нет. Да? То есть невозможно постоянно жить прошлым, оно осталось в прошлом. Нужно именно иметь возможность постоянно понимать, что происходит новое, иметь возможность перестраиваться, подстраиваться там, и тому подобное. Да? То есть, ну вот опять-таки, мы видим там взрывной рост всевозможных вещей, связанных со всевозможными там AI-агентами, помощниками там и всего прочего. Да, возможно, как бы через 10 лет на самом деле все, что нужно будет, это да, уметь формулировать правильный вопрос, чтобы получать правильный ответ. Но с другой стороны, на самом деле это тоже сложно. Да? То есть нужно именно научиться задавать правильные вопросы и на мой взгляд, это даже более важно, уметь адекватно, ну, то есть уметь оценить ответы на адекватность. Да? Потому что, то есть, да, как бы автоматизировать рутину это прекрасно, но когда кто-то за тебя чего-то делает, надо понимать, что как ты это взял, то оно становится твоим, да, и ты начинаешь за это отвечать. Так что, наверное, А может быть, может быть, ты знаешь, чего сейчас не хватает в той же LLVM экосистеме, чего хотелось бы сделать, но нет сил, нет рук, и тогда молодежь бы включилась и это бы сделала. Инструмент какой-то, может быть, какие-то методы, может быть, какие-то дополнения, расширения. Тот же самый MLIR, он появился не так давно. Это же была новая идея. Она наверняка создана теми, кто... ну, идея была новая, но, по сути дела, идея была как глубокая переработка старых именно идей, да? То мгм. есть мы не говорим о том, что мы придумали совсем чего такое, совсем с нуля, чего раньше никогда не было, да? То есть концепции остаются прежними. Вот. Мы их только переосмысляем и учимся на ошибках. Вот. То есть в том же самом LLVM есть вагон и маленькая тележка мелких задач, как бы, с которой можно брать и вот называется разбираться, да, то есть понять, как все устроено, и дальше как бы, каждый находит что себе по душе.
Потому что Мгм. кто-то понимает, что ему гораздо более приятно возиться где-то вот совсем-совсем близко к тому же самому машинному коду, да, то есть там на уровне там, бэкэнда и все прочее. Кто-то говорит, что нет, это ужас, 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 как бы не хочу, да, как бы оставьте ваши битики, байтики и регистры как бы кому-нибудь другому, да, а мне вот интересно всякие высокоуровневые вещи, там, я не знаю, Прикольно. проверка, да, там, не знаю, проверка, сопоставление как бы там, протоколов образцу там и тому подобные, да, вещи. Вот. Мгм. У всех разные штуки. Да, то есть. Плюс, опять-таки, если мы говорим про крупные проекты, например, в том же самом LVM есть LLVM, собственно, уже там очень давно, с 2008 года, да. Участвует, например, в том же Google Summer of Code, то есть программа, когда а, то есть когда фактически то есть большие компании вот платят за такие вот, за проекты, за летние стажировки, но вот сделано в open source. То есть, к сожалению, Google Summer of Code закрыто для многих как бы слушателей как бы, из России, из Беларуси, вот, но в принципе аналогичные вещи есть, как бы открытые проекты все равно остаются. То есть на самом деле то есть, никто не мешает, например, взять проект, который как бы, никто не сделал, вот, или никто не брал, и попытаться его сделать там, в свободное время. Вот, то есть тоже такой вариант как бы остается. А вообще комьюнити LLVM, оно как относится к новичкам? Агрессивно? Нет, оно относится очень хорошо при условии, что, ну, как всегда, да, то есть а, комьюнити относится так, как к нему относятся, собственно, те, кто к нему приходят. Вот. То есть комьюнити старается помогать новичкам, отвечать на разумные вопросы, то есть до тех пор, пока народ себя ведет, что называется, хорошо то есть, и разумно. Ну, в принципе, как и любое как бы, такое здоровое комьюнити, где происходит постоянная ротация. Да? То есть надо понимать, что комьюнити LLVM, несмотря на то, что проект open source, но так или иначе, оно примерно, наверное, процентов на 60 состоит все-таки из людей, которые так или иначе работают где-то на кого-то и получают зарплату за это. Вот. Мгм. То есть поэтому так или иначе все равно происходит постоянная ротация, и это не так, что вот деды сидят 30 лет, вот, и никого в свою песочницу не пускают. Вот. Такого нет просто по естественным причинам, да, то есть, вот. То есть кто-то говорит, что это плохо, что там, не знаю, 60% да, там, людей драйвят то, что нужно как бы своим компаниям. Но нет универсально хороших вещей. Вот. И то есть да, есть люди, которые, естественно, делают то, что в приоритете их работодателя. Мгм. Вот. Да, это так. С другой стороны, опять-таки, то есть сегодня одно в приоритете, завтра другое, послезавтра третье. Это обеспечивает как бы здоровую ротацию, люди переходят от одного работодателя к другому, то есть оставаясь в том числе в комьюнити, и это тоже здорово. А ты бы молодежи порекомендовал включиться в LLVM проект? Или это слишком сложно, неперспективно? Ну, Студентам. с точки зрения перспективно, я, наверное, наоборот скажу, что это очень перспективно, да, то есть особенно если, то есть добавление банальной строчки в резюме, да, что вот там contributed в LLVM, делал вот это и вот это сразу часто дает достаточно большой, как бы, такой, ну, скачок именно к качеству резюме, вот, Мгм. качеству CV. Вот. Тем более, что сейчас, ввиду того, что да, вся разработка ведется на открытых платформах, да, то очень легко посмотреть, что человек делал. Да. Вот. То есть это, с другой стороны, позволяет независимо верифицировать, что написано в резюме, потому что написать там можно все, что угодно, да, там, не знаю, самый главный ведущий мейнтейнер LLVM, да, Ну можно же да. так написать, да, вот. То есть берем, проверяем. То есть это достаточно стандартная вещь, что если человек пишет, что у него есть опыт LLVM, окей, хорошо, берем, смотрим, собственно, чем он занимался, когда занимался, какой код, и сразу видно в том числе и качество его кода, и то, как он, допустим, общался с рецензентами во время код-ревью и тому подобными вещами. Так что, на мой взгляд, LLVM это достаточно перспективно, вот, и так или иначе это то, чем, ну, то есть, что под капотом у очень многих компилятор, которым как бы все пользуются каждый день. Вот. И задачи есть разного уровня, разного сорта. То есть есть совсем мелкие.
вот есть побольше, вот есть необозримое. То есть, наверное, на любому найдется что-то, что вот будет по душе. Ну что, здорово. Ну, последний вопрос хочу задать. Может быть, дадим какое-нибудь напутствие тем, кто нас послушал, и тем, кто заинтересовался в твоих направлениях. Может быть, тебе нужны контрибьюторы, может быть, нужна помощь тех, кто готов включиться в биоинформатику, в эти проекты, может быть, в LLVM, в твое направление внутри LLVM. Тебе такие люди нужны? М, Помощь всегда нужна, да, то есть как бы, плюс опять-таки все эти проекты открыты, то есть никто не мешает брать и смотреть, как бы, какие есть проблемы, вот, и свободные руки нужны всегда, то есть в этом смысле нет такого, что нет, не приходите, это как бы, это моя песочница, нет, вот. Так что если кто-то в этом заинтересовался, естественно, то есть, добро пожаловать, все есть, можно брать, включаться и пытаться что-то сделать. Ну, окей, надеюсь, это кого-то подтолкнет наш разговор к тому, чтобы заняться этой темой. Многие боятся больших open source проектов. Им кажется, что там тяжело, там действительно опытные люди и огромные массивы кода, и туда вклиниться студенту, например, третьекурснику, как-то очень уж робеют. Это правда, но как раз нужно в себе это побороть, да, то есть действительно кто-то боится, как бы, да, то есть ой-ой-ой, это все очень большое, мне очень страшно, я ничего не понимаю. Вот. А важный навык, упоминали, да, с тобой про навык, это то, что надо научиться работать в условиях неполной информации. Да? То есть не нужно понимать весь Chrome для того, чтобы в него что-то контрибьютить. Не нужно понимать весь LLVM для того, чтобы в него что-то контрибьютить. Не нужно понять весь HTTP для того, чтобы в него что-то контрибьютить. Вот, да? То есть, и не нужно думать, что-то уникальное для больших open source проектов. Да? Но опять-таки, да, в университете рассказывают только маленький кусочек, что называется, вот тех или иных как бы, аспектов математики. Да? Но при этом мы как-то не боимся этого всего, правда? Говорим, ой, ну, я не знаю всего, поэтому как бы, мне страшно, я как бы не буду этим заниматься. Да? То есть, ну, так же везде, да, то есть невозможно знать все, это нормально, да, то есть, но важно знать хорошо вот именно вот что-то вокруг себя, вот, и этого достаточно. Да. Спасибо большое за твое время. Надеюсь, мы кому-то помогли, кого-то воодушевили, вдохновили. Надеюсь. Все, Антон, пока-пока. Да, счастливо. До свидания. Всем спасибо, кто слушал.